Рад вас приветствовать на своем канале по изучению основ работы в Primavera PSX. Сегодня по просьбе мистера Богарта расскажу, как можно импортировать в Primavera ресурсы большим массивом. Сразу скажу, что при помощи функции Import-Export XLSX, встроенных в Primavera, не получается внести ресурс, хотя при импорте и экспорте можно поставить галочку напротив ресурса. Почему это так, не могу объяснить. По поводу добавления нескольких тысяч ресурсов, то это тоже так себе идея. Впоследствии вам понадобится тоже немало количество трудозатрат на ведение данного графика. Поэтому в основном вносят какие-то основные виды ресурсов, 40-50 типов. Например, просто бетон, без разбивки его на арматуру, опаловку, цемент, песок и так далее. Не забывайте, чем точнее декомпозиция работ, тем трудозатратнее вести этот график в дальнейшем. Но так как был запрос по внесению большого пула ресурсов, то вот вам один из способов. Для его осуществления тоже будет необходимо воспользоваться дополнительным программным продуктом Spider Project. Демо-версию данной программы можно скачать на сайте производителя. Ссылка для скачивания будет предоставлена ниже. Итак, приступим. Для наглядности я скачал ресурсную смету и отредактировал в соответствии с необходимыми мне требованиями. Вот пример того, как можно отредактировать ресурсную смету. Запускаем Primavera, создаем маленький проект. Точнее одну операцию и все три вида ресурсов с нужными нам параметрами. Также нам понадобится пользовательская колонка тип, в которой мы укажем отношение ресурса к трудовым и нетрудовым. Так как в Spider Project таких разграничений нет. Поменяем валюту на русские рубли в проекте через редактирование настройки пользователя. Поставим стоимость ресурсов в подвале настроек окна ресурсов. Назначаем все три ресурса на данную операцию. Нажимаем «Файл», «Экспорт», экспортируем проект в формате XR. Заходим в Spider Project, импортируем проект, нажимаем «Файл», «Импорт проекта» из Primavera XR. Выбираем наш экспортируемый проект. Слева на панели Spider Project выбираем ресурсы, нарисованные человечки, и смотрим, чтобы экспортировалось из проекта Primavera. Как видите, сюда экспортировались трудовые и нетрудовые ресурсы. Нажав сверху правой кнопкой и выбрав «Показать колонки», выбираем стоимостные составляющие и в виде расхода ставим галочку напротив параметров «Час». Скрываем ненужные нам колонки, а также добавляем пользовательский тип. Упорядочиваем столбцы согласно подготовленных в Excel. Далее заходим в наш подготовленный файл из сметы, выделяем и копируем подготовленные столбцы, нажав Ctrl+C. Заходим в Spider Project, выделяем крайнюю левую ячейку и нажимаем Ctrl+V. И вставляется наш пул ресурсов машины и механизм. Напоминаю, что в колонке «Код» Spider Project, аналогично как и в колонке идентификаторов Primavera, должны стоять уникальные значения. Редактируем часть некорректно внесенных данных. Чтобы добавить трудовые ресурсы и не удалить последнюю строчку нетрудовых, нажав клавишу Insert, добавляем новую строку с ресурсами. В нашем файле Excel
заходим в трудовые ресурсы, также выделяем нужные нам колонки и вставляем Spider Project. Теперь добавим материалы. Слева Spider Project нажимаем иконку материала. Также добавляем стоимостные показатели за штуку и удаляем ненужные нам колонки. Возвращаемся в Excel. Открываем вкладку с материалами. Копируем нужные нам колонки и вставляем Spider Project. Также редактируем строчки, которые копировались некорректно. Нажимаем «Сохранить». Далее в верхней панели нажимаем «Проект», «Экспорт», «Primavera», «Xer». В настройках экспорта можно ничего не менять и сохранять на компьютере данный Xer файл. Далее заходим в Primavera и импортируем этот проект. В этом видео мы не будем рассматривать настройки импорта. Оставим все по умолчанию. Только поменяем валюту на рубли, чтобы не произошла конвертация стоимости согласно параметрам Primavera. Заходим в ресурсы и видим, что все ресурсы из Spider Project скопировались в Primavera. И скопировались единицы измерения, интенсивностью материальных ресурсов, ну и наше пользовательское поле тип. Тип ресурса с трудового на нетрудовой можно поменять сразу, так как все ресурсы скопировались группами, а можно и потом при помощи экспорта и импорта в Excel. Покажу, как поменять сразу. Выбираем самый верхний нетрудовой. В колонке тип ресурса меняем с трудового на нетрудовой. У меня это сразу не получилось, так как ресурс назначен на операцию. Заходим в операции и удаляем все назначенные ресурсы с операции. Возвращаемся во вкладку ресурсов. Также выбираем верхний, меняем тип с помощью нажатой клавиши Shift, выделяем весь пул ресурсов. На колонке тип ресурсов нажимаем правой клавишей и в выпадающем меню выбираем заполнить вниз. Все, теперь наши технические ресурсы стали нетрудовыми. Теперь, чтобы на материальных ресурсах проставить единицы измерения, воспользуемся экспортом и импортом файлов Excel. Нажимаем «Файл», «Экспорт», выбираем таблицу XLSX, нажимаем «Далее», выбираем «Ресурсы», «Далее», изменяем настройки экспорта, выбираем нужные нам колонки. Нажимаем «Далее» и сохраняем на компьютере. Далее, при помощи функции VPR, как показано в видео, или как вам удобнее, переносите единицы измерения из подготовленного файла в ваш созданный Primavera. Также можно установить интенсивность, если вам это необходимо. Далее импортируем данный файл в Primavera. У меня с первого раза не получилось, так как в импортируемом файле Excel я не удалил созданную мной вкладку, а также необходимо там, где использовалась формула VPR, вставить значение. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если будут вопросы, то задавайте их в комментариях. До новых встреч. Спасибо за внимание. А виски от насолодовой буду ждать.